Обычно происхождение человека начинают отчитывать с того момента, когда наши предки встали на две ноги и спустились с деревьев, пошли по африканской саванне. На самом деле наша история началась гораздо раньше. Начинать ее можно от происхождения жизни еще глубоко в Докембрии. Можно начинать с того места, когда наши предки приобрели челюсти, или вылезли на сушу, или забрались на деревья. Но достаточно логично можно начать из того момента, когда появились приматы. Отряд приматов – один из самых разнообразных и многочисленных отрядов млекопитающих и один из самых древних отрядов млекопитающих известных. На самом деле были ископаемые, которые вымерли, а из тех, что дожили до наших дней, самыми примитивными, архаичными являются, конечно, однопроходные утконосы ехидные, сумчатые, немножко их обгоняют, а из плацентарных самые примитивные насекомоядные и чудесным образом приматы. То есть, несмотря на то, что человек является в значительной степени вершиной вроде бы эволюции, мы относимся к одному из самых примитивных отрядов плацентарных млекопитающих. И появились мы достаточно давно. Самой древней находкой приматоподобного существа является зуб, один-единственный, найденный в верхнемировых отложениях в Монтане, в США, в Северной Америке. Правда, есть сомнения в том, этот зуб появился там, потому что этот зверек жил в это время, или потому что этот зуб завалился из более верхних отложений. Такое тоже иногда бывает. И когда слои, разделенные вроде бы миллионами лет, но на самом деле отделены друг от друга несколькими сантиметрами, может такое случиться, что какие-то окаменелости переползают с места на место. Но в любом случае, спустя всего каких-то там пару миллионов лет, в тех же самых отложениях, в более верхних, которые относятся уже к началу кайнозойской эры, палеогеновому периоду и палеоценовой эпохи, обнаруживаются неожиданно тысячи костей и зубов приматоподобных существ. Что показательно, они относятся к одному единственному роду Пургаториус. Правда, есть подозрение, что там были и другие, и в чуть более поздних отложениях появляется масса других, но первым хорошо известным, достоверно известным приматоподобным существом был Пургаториус. Судя по изобилию этих остатков, они очень быстро заняли достаточно широкий круг экологических ниш и были весьма успешны. Это удалось им, потому что 65,5 миллионов лет назад динозавры вымерли. И млекопитающие, которые до этого момента находились под тяжкой пятой этих самых динозавров, получили карт-бланш и успешно его реализовали. На самом деле не все у них было в жизни гладко, потому что в это же самое время планету начали активно осваивать и птицы. Птицы были, в общем-то, и до мелпалеогенового вымирания, но часть птицеподобных существ, типа там каких-нибудь конфуциосорнисов, энанциорнисов, вымерли. Исчезли зубатые птицы, а наши родные, такие клювастые, беззубые птицы, верохвостые, тоже получили карт-бланш. И они стали соревноваться с млекопитающими. На первых порах, надо сказать, птицы немножко даже выигрывали. Но млекопитающие старались не отставать, и те из них, которые забрались на ветки деревьев и перешли на всеядную диету, стали, в частности, этими самыми приматоподобными, приматоморфами. Другие млекопитающие пошли своими путями. Те, которые, как и их предки, где-то шлялись под деревьями в лесной подстилке, иногда тоже забирались на деревья, но питались преимущественно насекомыми, стали насекомоядными. И, в принципе, мы в исходной своей версии на них очень похожи. Поэтому эти первые приматоподобные пургаториусы, они внешне очень похожи на тупайю или, из более таких обычных для нас животных, на белку. И имеют размеры примерно такие. То есть размер маленькой белочки или сони или летяги, как-то примерно так. Как я уже сказал, от них сохранились буквально тысячи останков. Это говорит о том, что они были очень успешные. И по их зубам мы знаем, что они были всеядные, потому что, с одной стороны, некоторые бугорки на их зубах достаточно приострены. Это явно приспособление для разгрызания хитиновых покровов насекомых, а с другой стороны, задние части маляров, они такие приуплощенные, расширенные, и это явно приспособление для питания растительной пищей, в частности фруктами.
И вот эта вот способность питаться и насекомыми, и фруктами стала основополагающей чертой всех приматов последующих, включая и нас в том числе. То есть и у нас по-прежнему зубы сохраняют черты немножечко как бы хищные и в значительной степени растительноядные, а суммарно, в общем-то, всеядные. И эта самая всеядность позволила потомкам пургаториусов стать любопытными, вездесущими и неистребимыми, потому что если существо питается всем подряд, то с ним ничего не сделается. И с другой стороны, приходится много всего в голове держать, потому что, если существо сугубо растительноядное, оно знает, что есть трава, ее надо есть. В принципе, там много мозгов не надо. Если зверь хищный, то он знает, что надо кусать в шею, и все будет хорошо. А если существо всеядное, то надо помнить, что сегодня на том-то дереве наверняка поспеют плоды, и надо успеть туда добежать раньше, чем вот эти конкурирующие птицы, например, или другие какие-нибудь конкуренты. А вот может быть еда таится в этом трухлявом пне, и надо его расковырять. А может быть мы найдем какую-нибудь падаль, а может быть мы найдем птичьи яйца, а может быть еще кого-нибудь. И это развивает мозги. И у пургаториусов это еще не достигло каких-то значимых значений, потому что их мозг был, скорее всего, размером меньше 1 грамма. Строго мы этого, честно говоря, не знаем, потому что мозговая коробка до нас ни одна еще не дошла. Может быть, где-то она лежит в отложениях, но пока еще никто не нашел. Но, судя по последующим приматам, которые лучше уже изучены, и по общим пропорциям челюстей и конечностей, получается, что пургаториус, если был примерно вот такого размера, и с поправкой на его общую примитивность, размеры мозга должны быть меньше 1 грамма. Но главное было начать. По костям конечностей мы знаем, что пургаториусы очень здорово прыгали по ветвям. По крайней мере, об этом говорят особенности строения их пяточных и таранных костей. Пяточные и таранные кости пургаториуса умещаются на кончике пальца. То есть они крошечные, совсем малюсенькие, и лапулечки были маленькие. К сожалению, фаланги не сохранились, но опять же по предкам и потомкам мы можем легко догадаться, что у пургаториусов пальчики были оснащены коготочками, и большие пальцы ни на кистях, ни на стопах еще не противопоставлялись остальным. То есть вот это наше замечательное противопоставление пальца на руке для обхватывания веток, а у обезьян то же самое на ноге, тогда еще не развилось. Когда зверюшка малюсенькая, собственно, это и не надо, потому что нету таких веточек, которые можно было бы так охватывать. И они коготочками цеплялись, наверное, как примерно делают современные белки. Однако же, в отличие от современных белок, пургаториусы могли здорово прыгать с ветки на ветку, потому что современные, допустим, грызуны в большинстве своем стараются особо не прыгать. Они стараются переползать с ветки на ветку. Если вы сходите в ближайший парк или лес, где живут белки, то вы увидите, что белка, она живет в двухмерном пространстве. Она бегает по вертикали и бегает по горизонтали. А когда у нее задача перепрыгнуть с дерева на дерево, она находит длинную какую-нибудь ветку, какой-нибудь елки или лиственницы сосны, добегает до конца и аккуратненько переползает на соседнюю параллельно растущую ветку. То есть белка может прыгнуть на длину, превышающую ее собственную длину, но всеми силами старается этого не делать. А наши предки, вот эти самые пургаториусы, судя по их костям, могли очень здорово так прыгать. И вот эта способность прыгать по качающимся веткам и именно с тонких веток на длину, превышающую собственную длину, это, можно сказать, признак отряда приматов. В этом смысле, кстати, как раз мы, люди, потеряли приматные особенности и выбились из общей канвы, потому что мы слезли с деревьев и прыгаем мы, честно говоря, отвратительно. То есть настолько плохо, как человек, вообще мало кто прыгает. Даже, я не знаю, собака и кошка прыгают лучше. Даже мышка прыгает лучше человека, но человек потерял. А пургаториусы это развивали. Они еще не знали, что мы все потеряем. Но вот эта способность скакать по ветвям оказалась основополагающей для всего отряда и для многих наших признаков. Потому что если существо живет на высоких кронах, на тонких веточках, в мире вечно качающемся, таком зыбком и неустойчивом, то это имеет массу последствий. Например, такое существо должно иметь очень хороший вестибулярный аппарат, и оно должно очень здорово оценивать расстояние до следующего предмета. Это повод, чтобы наше зрение стало бинокулярным.
У предков глазки были по бокам, и каждый глаз видел немножко свою картинку, а пересечения полей зрения практически не было. У Пургаториуса, в принципе, видимо, было, наверное, так же, и у их потомков, которые мы тоже знаем уже, глазки были более-менее по бокам, но все-таки они чем дальше, тем больше сдвигались вперед, и у нас оно вот уже впереди на лице, что нам теперь нужно больше не для того, чтобы прыгать по ветвям, а чтобы, например, делать орудие труда. А у Пургаториуса сдвиг в этом направлении пошел. Потом мозги должны очень здорово соображать, потому что если мы скачем по качающимся веткам, то мы должны просчитывать расстояние, мы должны оценивать, как там все это колеблется, и предсказывать, как в следующий момент сдвинется вот эта ветка. То есть это способности к прогнозированию должны развиваться. И для Пургаториусов это было жизненно необходимо. Сейчас мы это видим на примере, допустим, тупай, которые очень подвижные существа, которые вот уровень примерно тот же самый сохраняют, и которые без остановки носятся туда-сюда по ветвям, все время прыгают, они и по земле тоже бегают хорошо, ну и по веткам. И они мега подвижные, они очень суетливые и очень многочисленные, надо сказать, там, где они живут. Кроме того, жизнь на ветках приводит к изменению органов чувств, потому что когда мы живем в кроне дерева, то обоняние теряет свое принципиальное значение. У всех млекопитающих обоняние – это ведущий орган чувств, и в мезозое так оно тоже было, но на тоненьких ветках запах не сильно важен, потому что откуда он там прилетел, ветер дует со всех сторон, совершенно не очевидно. А зрение становится гораздо важнее. И наше зрение, оно теперь стало ведущим органом чувств. Это имело в том числе и такие морфологические последствия, потому что уже в последующих линиях уменьшение обонятельных долей мозга, а они самые передние, привело к тому, что у нас появилось заглазничное сужение. То есть череп в передней части стал сужаться, ну, потому что мозгов меньше стало. А сзади, соответственно, оставалось прежним. И это привело к смещению жевательной мускулатуры, потому что височные мышцы, которые крепятся сбоку мозговой коробки, они стали смещаться в это самое заглазничное сужение. И освободили от собственного давления заднюю часть черепа, которая получила возможность увеличиваться в размерах. То есть чудесным образом уменьшение одной части мозга через смещение жевательной мускулатуры позволило развиваться другим частям мозга, которые стали расти, и в итоге вот у нас стал большой мозг. Теперь у нас заглазничное сужение снова распухло, потому что у нас увеличились лобные доли. Но Пургаториусам это было еще невдомек, они этот путь только начинали. Но, правда, опять же повторяюсь, что, собственно, черепной коробки Пургаториуса у нас, к сожалению, нет. Это мы можем только реконструировать по тем, кто был до них, и тем, кто был после них. Более того, жизнь на ветвях приводит к тому, что жизнь это достаточно беззаботна. То есть, если зверек живет где-то в кроне, то большой хищник туда забраться не может, да, тогда их в палеоцене и не было, в общем-то, а маленький, даже если заберется, то он не опасен. Но поскольку в это время мир палеоцена – это мир крошечных существ, больших там в принципе не было. Хищные птицы еще не появились, динозавры уже вымерли. Пургаториусам было просто чудесно. И это позволяет перейти с ночного образа жизни на дневной. Ну, как там было у Пургаториуса, мы, честно говоря, не знаем, но потом это, тем не менее, реализовалось. И к тому, что можно не скрываться, можно не прятаться, можно громко орать, что успешно реализуют все люди. Можно долго с чувством выращивать свое потомство, рожать его совершенно беспомощным, таскать на себе. А через это меняется все поведение, потому что, во-первых, возрастает забота о потомстве, а во-вторых, знания, они приобретаются, то есть они перестают быть врожденными, запрограммированными в геноме, а становятся приобретаемыми. Эта особенность усиливается у человека до предела, у нас уже ничего практически врожденного в поведении нет, ну только там какие-нибудь маленькие тенденции, это очень спорное всегда, а все практически наше знание приобретается в течение воспитания. И у нас вот этот период обучения вырастает вплоть до всей жизни, век живи, век учись, ну а хотя бы лет до 10. Пургаториусы очень сомнительно, что вообще до 10 лет могли бы дожить, но тем не менее у них эта тенденция началась. То есть у них ничего этого еще не было, ни противопоставленного пальца, ни больших мозгов, ни бинокулярного зрения, ни какого-то там развитого обучения, ни полноценной фруктоядности. Но тем не менее все эти особенности в них уже были заложены. И что чудесно, мы это видим
по вот этим самым зубам и по этим самым конечностям, и по палеоэкологическим реконструкциям, потому что важна не только сама зверюшка ископаемая, но и то, в каких условиях она жила, в каком климате она жила, кто ее окружал, кто за ней гонялся, за кем она сама гонялась, какие растения росли, чего они там ели и так далее и тому подобное. И пургаториусы – это наши великие предки, которые дали все последующее разнообразие приматов.